Дорогие друзья, любительницы и любители охоты, перед фильмом я хотел бы представиться и рассказать о мотивах, побудивших сделать это видео. Итак, меня зовут Сергей Якшин. Я мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе в дисциплине круглый стенд. Участник 27-х летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году. Победитель и рекордсмен азиатских игр. Начал заниматься охотой под руководством своего отца с 1980 года. А уже в 17 лет, в виде исключения, официально получил охотничий билет. Разрешение на оружие мне выдали еще на 1 год раньше, так как я занимался стрельбой. Когда снимался этот материал, я не планировал монтировать и публиковать видео о своих охотах на YouTube, а делал это больше для домашнего пользования. Но как-то просматривая и упорядочивая старые записи, которые скопились у меня аж с 1996 года, я подумал, а почему бы и не смонтировать из них фильм о наших с моим отцом охотничьих путешествиях. К этому меня сподвигло большое желание рассказать мне в них о моем отце, как о наставнике не только в спорте, но и в охоте. К сожалению, там не сильно много видеоматериала, да и качество этого материала не всегда соответствует сегодняшним высоким стандартам видеозаписи. Но от этого эти фильмы для меня не становятся менее ценными, так как в них отражены незабываемые минуты, проведенные вместе с моим отцом, занимаясь нашим любимым хобби охотой. Тем более у меня также подрастает сын Артем, который уже начал интересоваться этим мужским занятием. Но давайте уже вернемся к теме нашего сегодняшнего видео. А это охотничье путешествие в Болгарию. Сразу скажу, что это наша первая поездка в Европу. Там нам были добыты практически все европейские трофеи. Это благородный олень, лань, муфлон, кабан и серна. Я нашел нашего аутфиттера по интернету. Конечно, это не совсем правильный способ поиска надежного организатора охоты, но раньше у меня не было возможности посещать специализированные охотничьи выставки, где аутфиттеры со всего мира предлагают различные туры. Например, это охота в Южной Африке или в Намибии. Моя любимая Беларусь. Ну и, конечно же, Россия. Много еще экзотических стран предлагают себя как интересные цели охотничьих путешествий. Это Исландия, Камерун, Мозамбик, Шотландия. Но мы начали свое охотничье путешествие с такой понятной для нас страны, как Болгария. Понятной почему? Да потому что практически все взрослые болгары понимают русский язык. Там православие, окунаешься в неповторимую среду братской культуры. Мы выбрали перелет через Стамбул. Проблем с перевозом и транзитом нашего оружия и боеприпасов не возникло. По прибытию в Софию нас сразу же встречал организатор охоты. Для законной охоты нам был выдан вот такой вот временный болгарский охотничий билет, который выдается всем иностранцам, желающим законно охотиться на территории Болгарии. Отдохнув после перелета, мы начали свою охоту. Так мной был на кормушке добыт рекордный трофей кабана. А после его оценки была вручена золотая медаль. Длина клыков этого сикача составила аж 28 сантиметров. Также нам после охоты были выданы все оценочные сертификаты и протокола охоты на всю добытую дичь. То есть получены все необходимые для экспорта трофеев из Болгарии документы. Перевозка трофеев – это очень сложный процесс, который занимает иногда много месяцев. Но мало отправить трофеи из страны, где вы их добыли. Нужно еще и растаможить эти трофеи в стране своего проживания. Заплатив все налоги и получив все соответствующие ветеринарные документы, мы забрали их с таможенного склада. И теперь они занимают почетные места в наших коллекциях. Но давайте уже, друзья, перейдем к фильму. По приезду
Нас разместили в охотничьем доме с очень красивым антуражем. Сразу после пристрелки оружия мы выехали в угодья. Такое количество дичи в угодьях нас просто ошеломило в первый момент, и мы долго не могли налюбоваться на такую незабываемую картину. При помощи наших сопровождающих отец наконец-то выбрал объект охоты и начал подготовку к выстрелу. Тут не больше, вот, который там в центре стада. Пап, ты не того стреляешь, под деревом лежит. Вот встал, встал. Сейчас удобно встанет, не торопись. Не стреляй, самка. Олень ревет. Во. Давай. Попал, но... Упал? Садись, поехали. Смотреть. Хороший, да? И выстрел дальний. За отличный трофей и меткий выстрел по нашему обычаю было выпито на крови. Закончилось первое утро. Такой замечательный трофей европейской лани. Добыли с егерем Иваном. Вот, с первого выстрела пробежал метров 20, наверное. Выстрел
был не с неудобного положения, не боком, а во фронт. Дичи много, видели и оленя ревущего, хороший трофей, и лани очень много. Вот. Егерь говорит, что рога примерно 3-3,5 килограмма. К сожалению, вот тут мы можем видеть тоже бутылка лежит, но это не наша. Подъезжают егеря, чтобы грузить трофей на нашей Ниве. Сейчас загрузим трофей, поедем на базу узнавать, как там поохотился отец. Ребята делают снимки для отчетов или для охотничьего музея. Загружаем сейчас дичь. Вот давайте я помогу. Загрузили, сейчас привяжем и поедем на базу. Здорово. Вообще в ланче зимомой вытащу. После лани я произвел селекционный отстрел кабанчика, который имел явные признаки инвалидности. Егерь мой. Бисер. Такая вот прикормочная площадка. Наша охота проходила очень интенсивно. И после добытых нами лани мы переехали в другое охотхозяйство, которое находилось в горах Родопы. Самец косули позировал перед нами на небольшом расстоянии. Теперь предстоит тащить трофей до машины вниз. Мы осуществили подход к ревущему оленю, и с небольшого расстояния я успешно выстрелил. Это был отличнейший экземпляр европейского оленя, впоследствии оцененный на серебряную медаль. Но, к сожалению, и этот выстрел не удалось заснять на камеру из-за того, что охота проходила в густом лесу. Сейчас подойдет помощь. А? Я говорю, сейчас подойдет помощь. Третий. И веселее будет, легче. Сначала мы взбирались наверх, теперь дичь стаскиваем вниз. Подогнали машину, сейчас будем грузить трофей. После удачной охоты на оленя мы решили проверить одну из кормушек. И в этот момент неожиданно к ней стал подходить кабан. Выстрел только что сделал по кабану. Хороший секач. Доходит.
Сейчас пойдем проверять. Стрелял в район уха. Вышка на прикормочной. Клыки должны быть сантиметров 20, да? 21. 21. У меня уже, правда, есть такой трофей. В Беларуси. Можно 20. В это прекрасное сентябрьское утро мы с моим отцом добыли 2 медальных оленей и 1 сикача, который впоследствии оценили на золотую медаль с клыками 28 сантиметров. Груша. Сейчас организаторы делают традиционную выкладку трофеев для фотографирования и отдачи им последних почестей. Дай гумалку напред, бе. Малко назад. А здесь принесли на крови, как по нашему обычаю. Это наш организатор охоты Стоян. Делает композицию. Наши егеря, хозяин угодья, директор. Заливают. А я уже сказал. Те знаят, да. Добре. По-болгарски пиво, да, правильно? Да, спасибо, да. Мы начали охоту на муфлона этим же вечером. Животных было не просто много, а очень много. Но это были самки с детенышами или еще молодые самцы. В этот вечер мы так и не повстречали достойный экземпляр. Охота продолжилась на следующий день рано утром. И еще в сумерках мы вдруг наткнулись прямо на дороге на самца муфлона. Моему егерю было тяжело оценить правильный размер рогов. И подойдя поближе, я увидел, что это еще молодой самец.
Но за ним стоял отличный кабан. На этой охоте я уже добывал кабана. И если возвращаться к этой ситуации, то в моей охотничьей практике больше не было такого случая, чтобы муфлон и кабан были на одной линии прицеливания. Кабан продолжал пастись, как ни в чем не бывало. Дальше мы решили проверить саванчак. И наше решение было, как впоследствии оказалось, верным. Все произошло практически мгновенно. Как и всегда это происходит на охоте. Я выстрелил навскидку по вышедшему к нам самцу муфлона. Да. Он поехал. Близко. Подпустили. Да. Во фронт, не в бок. Тум. Далеко не ездить? Не, Близко. Дорога. не будем Вверх не ходить. носить. Да. Правильный, правильный. А той 60 сантиметров няма бе. 40 метров. Да. Да. И отцом в тот же вечер был добыт практически такой же экземпляр муфлона. На следующее утро мы начали охоту на серну. Меня с егерем водитель на автомобиле Нива забросил на преобладающую высоту, с которой мы начали осмотр прилегающих склонов гор. В котловине между двух сопок лежал город Девин. На соседнем склоне, где-то на расстоянии 240 метров, егерь увидел серду. А затем, долго рассматривая ее, он пришел к выводу, что это самка. Чтобы понять, где мы сейчас, вот я снимаю нашу базу. Вот. На 3-м этаже это мое окошечко, самой крыши. Теперь вот так делаем общий план.
Вон там город. Внизу течет речка. Серна — это очень сложный, как оказалось, трофей. Мы спускаемся с гор. Делаем подход к Серне. Вот такой красивый родничок в водопаде. Горной воды хрустальной. Вот она так течет. Красиво. В этом месте мы видели Серну. Расстояние от этого 593 метра по прямой. Так, наверное, километра 1,5-2 по горам. Ходит молодой самец лани. Буквально 200 метров от базы. Не уходит, не боится ни машин, ни людей. Небольшие рожки. Вот отсюда стрелял я. Стояла вот здесь вот. Упала за обратный скат. Расстояние было 204 метра. Теперь даже не знаю, как ее доставать оттуда. Скалы. Как я уже и говорил раньше, на охоте все происходит очень быстро. Так и случилось в этот раз. Мы заметили на выступе хороший трофей, и егерь даже не успел включить камеру. Если ты не возишь с собой специально оператора, то многие яркие моменты на охоте не удается заснять. Я произвел точный выстрел, и серна упала за обратный скат выступа. Я думал, что мой трофей будет очень сложно найти и вытащить из скал. Но, к моему изумлению, егеря справились с этим очень быстро и вытащили ее за каких-то 15 минут. И этим точным выстрелом закончилась наша охота в Болгарии.